Всем привет! Вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер News. И сейчас мы расскажем о самых интересных событиях этого января. А вы ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео на канале. И, конечно же, пишите в комментариях, какие покерные происшествия впечатлили вас больше всего. Покер.ру и Винбет. Играйте на виртуальные фишки с друзьями. Создавайте свои столы и турниры. Увеличивайте рейтинг и участвуйте в акциях. Здесь большой выбор дисциплин и турниров. Что значит начать Новый год с приятных событий? Рецепт очень прост. В первые числа января пойти не в самое крутое казино Лас-Вегаса, сесть за стол с покером против дилера, PayGo, отыграть несколько часов в минус, а после собрать редчайшую комбинацию Street Flash из 7 карт и получить джекпот 6 миллионов 400 тысяч долларов. Такая история произошла с малоизвестным американским игроком по имени Томас Эванс Саннет. Томас – профессиональный игрок в покер, на его счету более 1 миллиона призовых за живыми столами. А в перерывах между турнирами Томас не против поиграть против дилеров в казино. В первых числах января Томас пришел в казино Фламинго и сел за стол с покером PayGo. Это была длинная сессия, около 11 часов, за которой наш герой ушел в небольшой минус на 375 долларов, пока ему не раздали ключевую руку. В очередной из раздач Томас собрал пиковую восьмерку, девятку, десятку, валет, даму и туз. По факту герой получил Street Flash из 7 карт. По правилам PayGo туз выступает в роли джокера и может заменить любую карту. В случае Томаса туз заменил короля, и получилась одна из самых редких комбинаций – 7-карточный Street Flash. Такая рука принесла ему выигрыш в размере 6 миллионов 443 тысяч 401 доллара. Столько не получают за второе место в главном событии в СОП. Чтобы попробовать понять эмоции счастливчика, достаточно взглянуть на его лицо, когда ему вручили чек внушительного размера в прямом и переносном смысле. Такие крупные джекпоты обусловлены редкостью руки, за которую он выдается, что позволяет призовому фонду накапливаться длительное время. Наверняка вы знаете, как сложно собрать Street Flash из 5 карт холдами, а представьте, сколько нужно подков повесить дома, чтобы собрать его из 7 карт. Дэниел Кейс не только профессиональный игрок в покер, но и любитель разнообразных пари, которые нередко выходят за границы разумного. В этот раз Дэн решил научить официантку, что такое игра с положительным математическим ожиданием, или, попросту говоря, плюс AV. Дэн и его подруга Лин Джи провели обед в ресторане и, естественно, оставили официантке чаевые в размере 20 долларов. Но Кейтс решил провести эксперимент. Он предложил официантке игру – забрать 20 долларов или рискнуть, чтобы заработать 200 долларов. При проигрыше сотрудница заведения лишалась своей двадцатки. Суть игры сводилась к простому. Дэн запускает рандомайзер, который определит выигрыш. Недолго думая, официантка согласилась рискнуть и проиграла 20 долларов. Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, Дэн похвалил ее за решение сыграть и пояснил, что это было верным решением. В этом случае официантка могла взять гарантированные 20 долларов или рискнуть, чтобы получить 200 долларов. Она сделала правильный выбор, потому что ее ожидаемая ценность в игре в монетку составляет 100 долларов, что соответствует шансам 50 на 50. Если она будет играть достаточно долго, чтобы дисперсия выровнялась, теоретически она должна получить в среднем 100 долларов чаевых, 0 долларов в половине случаев и 200 долларов в другой половине. Таким образом, ее ожидаемая прибыль составляет 100 долларов, что в 5 раз превышает чаевые в 20 долларов, которые она могла забрать. Я знаю, что вы очень расстроены тем, что не выиграли 200 долларов. На самом деле, теоретически вы заработали 100 долларов. 100 невидимых долларов, которые вы когда-нибудь сможете вернуть куда-нибудь, может быть. Такое напутствие в жизни дал Кейтс официантке, которая точно пожалела, что согласилась на эту игру. Помните, в прошлом выпуске мы рассказывали про Робби Лью и ее ненастоящую грудь, которую увидели десятки тысяч зрителей прямого эфира кэш-игры в казино Хастлер. Эта история получила неожиданное продолжение. Популярный стример Кевин Мартин традиционно стримил дорогие турниры на Покерок и рассказывал своим зрителям об этой нашумевшей истории.
И не только рассказал, но и решил показать, как выглядела Робби и ее грудь на том самом стриме. Не успел Кевин продолжить прямой эфир, как получил бан от платформы Twitch за свою выходку. Стрим прервали прямо во время эфира, и финалку Мартин уже доигрывал в гордом одиночестве. Те, кто знаком с правилами Twitch, знают, как сложно составить апелляцию и разбанить свой канал. Кевин известный стример с огромной аудиторией, поэтому нет сомнения в том, что он получит обратно свой канал. Поэтому главный вопрос в том, сколько времени может занять этот процесс. Вы когда-нибудь заключали необычные пари? Если да, то попробуйте переиграть в этом деле Билла Перкинса. Он часто заключает самые дурацкие споры. Пожалуй, самым запоминающимся случаем стал спор с Антонио Эсфандиари. Он должен был 48 часов передвигаться только бегом, чтобы заработать $50 000. В январе 23 года Билл заключил еще более странное пари. Перкинс планирует выйти на боксерский ринг против МJ Гонсалеса. Бой традиционный, 12 раундов по 2 минуты. Но есть один нюанс. Рост Билла составляет 1 метр 85 сантиметров. Рост Гонсалеса 1 метр 71 сантиметр. Для бокса это имеет колоссальное значение, поэтому, внимание, Билл должен провести бой, стоя на коленях. Судя по опросу, который устроили герои, почти 90% верят в победу Гонсалеса. Билл же признает, что находится в невыгодном положении, но верит в свои силы. Дата и место боя пока не разглашается, но такое эпичное событие вряд ли пройдет без прямой трансляции. А вы будете смотреть эпичную схватку? На сегодня это все, а чтобы вы не скучали, рекомендуем посмотреть на канале разбор финального стола Mini Grand Prix за $25 с тренером Максимом Холдером. Спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро. Пока-пока.